Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, всех, кто отмечает с Рождеством, 7 число, вот все-таки, знаете, мне так вот почему-то кажется, что если бы даже не переписывал Зеленский вот этот календарь, не совал День программиста, что делает исключительно специально, исключительно, ну вот, как бы на противное делает, то, ну вот я все-таки думаю, что гораздо было бы приятнее и краше, и не опасаясь друг друга поздравлять. Спасибо, что подписываетесь, спасибо, что смотрите. Денис Елисевич на прямой связи. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, зрители. Друзья, всем большое спасибо, что подписываетесь. И, конечно же, эти эфиры, которые в прямом эфире там выходят для вас, они прежде всего для общения с вами. Поэтому пользуйтесь возможностью задать вопрос во время эфира. Это в самом конце сессия вопросов и ответов с чатом трансляции. Также всех приглашаю в сообщество YouTube. На протяжении эфира можно заблаговременно оставить свой вопрос. Это уже сделало определенное количество людей. Естественно, закрытый клуб Telegram-канал Шелест, милости прошу. Начнем с опроса нашего сегодняшнего эфира. Он звучит так. Кто больше крутит носом в контексте завершения войны в Украине? Ну, сегодня там разберем несколько заявлений Зеленского, они просто феноменальны, просто умопомрачительные. Ну, в общем, говорит, Россия, мол, крутит носом, но у нас есть такие партнеры, которые нос могут открутить. Так вот, кто крутит носом больше, на ваш взгляд? Зеленский, Путин, Трамп или лидеры коалиции Ж? Ну, или там новая Антанта, оформившаяся после вчерашних заявлений в Париже. Вот если так абсолютно абстрагироваться и понять ситуацию, так а кто больше сейчас, собственно, выделывается и не хочет движения к миру? Как вы оцените? Думаю, европейцы, на мой взгляд. А дальше Путин и Зеленский в равной степени. Путин по-своему, Зеленский по-своему. Ну, смотрите, вчерашний Париж, он, собственно, прошел под тенью вообще американской, да? Мы долго вот думали, что вообще, что происходит, к чему. Вот буквально перед нашим эфиром неимоверное заявление, да, Дональда Трампа. Значит, на фоне захватов 2 танкеров сегодняшних, которые связывают с Российской Федерацией, хотя там тоже все очень условно. Это исключительно торговая история. Это исключительно эхо Венесуэлы. И все заметили, что эти танкера никто, собственно, не трогал. Там пытались, сопровождали, подглядывали. Но вот сейчас можно было. Сейчас, когда приняты, видимо, определенные решения по Венесуэле американцами. И они были, в общем-то, остановлены, досмотрены, отправлены. В общем, ну, говорят, захвачены. Посмотрим еще. Мы не понимаем, как дальше было. Один танкер, помните, пришвартовали к берегам Франции, посмотрели и отпустили. Посмотрим, что будет сейчас. У них был российский флаг. Так вот, Трамп говорит, без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной, Россия и Китай не боятся НАТО без Соединенных Штатов, и я сомневаюсь, что НАТО пришло бы нам на помощь, если бы мы действительно в нем нуждались. Всем повезло, что я вместо своего первого срока во время своего первого срока восстановил нашу армию и продолжаю это делать. Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами. Ну, единственная страна, которую боятся и уважают Китай и Россия, это США. Что это за формулировка? Будем рядом, если они будут, не будут. Вообще, такое ощущение, что Трамп нам... Это как обложка Economist, да? Все же видели руку с жестом в наручнике на 26-й год. А потом присмотрелись, там Мадуро. Мадуро любил этот жест, и он теперь получается в наручнике. Такое ощущение, что это тоже какой-то ребус, его надо дешифровать. Как видите, что имеет в виду Трамп? Давайте просто, в этой фразе же есть несколько пунктов для того, чтобы разобрать. Пункт первый. Действительно, без Трампа Украину уже Путин бы захватил, по крайней мере, левый берег. И вообще захватил бы полностью, потому что Трамп при первом сроке, вы знаете, дал стингеры и другие вещи, джавелины, РПГ, которыми мы отбивались в первые дни. Больше, по сути дела, ничего не было. По поводу всего остального, а с чем не согласиться? Это вообще отлично, что он сказал, что США НАТО не бросит, потому что сейчас на этом пытаются спекулировать. По-моему, все правильно сказал, от и до. Это просто сигнал. Вы знаете, как я это рассматриваю? Как сигнал. И по поводу танкера, вот этот первый танкер, который захватили, Белла, да, он, кажется, называется,
Он уже следует в сторону Великобритании. Ну, это еще более как бы обостряет ситуацию, понимаете? Потому что мы же видим, что там, войну с танкерами мы начали наблюдать немножко раньше. Китайский танкер был захвачен, тоже с венесуэльской нефтью. Им конкретно гордился Трамп. То есть говорил, я заберу эту нефть, и танкер будет все. Китай, собственно, заявил решительный протест, но дальше никаких действий не последовало. Точно так же по Венесуэле. Китай заявил решительный протест, говорит, верните, отпустите Мадуро, давайте мы спрячем его у себя, гарантируем всю безопасность, это вообще произвол, но никто не отреагировал на этот шаг Трампа. Как вы его оцениваете? Действительно ли вот эти танкеры и разговоры про Гренландию – это определенный новый миропорядок? Но какой? И как в него будут играть на другом полушарии? Я знаю, многие это считают как новый миропорядок из-за заявлений Трампа и Госдеп. Вот эти фотографии, картинки они публиковали, что полушарие западное под нами, и люди на это реагируют. На самом деле, то, что делает Трамп, это не обострение, это реакция на действия авторитарных стран. Это реакция на действия Путина, это реакция на действия всей этой коалиции, условной коалиции. Китай, Иран, Россия. Ну, можно сюда Северную Корею еще, сбоку припеку. Поэтому они пошли по беспределу. Я знаю, как это называю. Когда люди проводят параллели, наверное, у вас в эфирах, мы же позже общаемся с вами, когда только с Мадуро случилось, я уверен, у вас в эфирах проводили параллели. А чем Трамп от Путина тогда отличается? А чем вот это от того отличается? Очень сильно отличается, потому что Трамп попал за стол с шулерами. И шулеры пытаются всех обмануть в карточной игре. И у Трампа не остается ничего, как встать и дать в морду. Вот я к этому так отношусь. Но может же и прилететь в ответ. Ну, давайте посмотрим. Нет, смотрите, давайте будем просто здраво, да, рассуждать. Все, конечно, очень переполошились, эмоциональные события. Вот российский флаг, который был пару недель, ну, скажем так, таким, как V, да, и круг, который можно было очертить вокруг американских военных, понятно, да, там какие-то удавалось танкеры захватить американским военным, какие-то не удавалось. Компании вот эти, которые, ну, чьи суда, они меняют флаги как перчатки. Это такая практика. Это уход от налогообложения, ну вот шулерство, то, о котором вы говорите. Однако, когда были хуситы, да, вот там было все по беспределу, потому что не пойми кто, какие-то хуситы, их там бомбили, их там побеждали, не побеждали. То есть там было четкое воздействие. Здесь воздействие оказывает уже официальная структура Соединенных Штатов Америки. То есть фактически это приравнивается к объявлению войны, потому что флаг сегодня перед нашим эфиром, буквально за пару минут, Минтранс Российской Федерации объяснил ситуацию, что 24 декабря временное ношение флага, в общем, проплатила компания, можно это делать, но это же акт войны. То есть Трамп готов вообще мир толкнуть на порог ядерной эскалации. Нет, у меня тогда к вам вопрос. Почему называется теневой флот? Потому что шулерство с флагами. Вот, Ну, только поэтому. Вот шулеры получают по морде. Теневой, потому что Россия легально в мировой юриспруденции не может вести то, что она делает. Вести дела, имею в виду танкеры, нефтяные дела. Она ведет их полулегально. Такой теневой рынок, теневой флот. Цивилизованный мир дает по рогам. Вообще мы должны, я считаю так, это ваш канал как угодно, мы должны разобрать всю цепочку, чтобы понимать всю картинку. От Венесуэлы и, грубо говоря, до сегодняшнего дня Иран обязательно обсудить и то, что будет дальше. Потому что на самом деле люди должны понять, это все цепочка одних событий. Саша, если вы помните, я у вас был на канале прошлый год, наверное, осень, может быть, лето. Я вам сказал, у президента Трампа на срок есть определенное расписание по поводу свержения авторитарных лидеров авторитарных стран. Вот это идет план реализации. Тогда ваши подписчики смеялись. Угу. Ну так смотрите, Иран пока никто не сверг аятоллу. Об этом пока только пишет Трамп, да? А как поступили с Мадуро, ну вы же в Америке находитесь, вы прекрасно понимаете, да? И адвокаты ему назначены, ну такие, приличные. То есть, Очень серьезно, да. То есть там как бы с точки зрения
вообще и заявления, и самого процесса. Нам же как показывают иллюстрации, вот эти зарисовки. Традиционная американская история, когда художник пишет рисунки, портреты, да, там, его, жены, заседания. Он же там четко заявил: я военнопленный. Понимаете? То есть мы уже примерно даже понимаем, какая будет линия защиты, потому что комментарий был от адвоката. То есть когда я там или кто-то другой говорит, что захват Мадуро по беспределу, это по беспределу. Но вопрос, получается, что Мадуро-то предали, и сказать, что это первый диктатор, которого свергли, тоже сложно. У него ИО, его вице-президент. В принципе, режим остался. Другое дело, что теперь это колония Соединенных Штатов Америки. Они теперь в очень жестких условиях, жестких рамках, и, как пишут сегодня в прессе, должны отказаться от Китая, России, от привычных своих партнеров по сотрудничеству. Я считаю, мы с вами, как приличные люди, не можем передергивать в стиле российской пропаганды и обсуждать только следствие. Вот если обсуждать только следствие, тогда можно сказать, что Трамп – это беспредельщик номер один в мире. Но есть причины. И я вам могу назвать с десяток причин сходу, что Мадуро натворил в Венесуэле, кинув Америку, издевался над своими гражданами. Венесуэла является полигоном для Хезболлы и много-много всего другого. То есть это реакция на то, что происходило. Вот нужно это обсудить. Мадуро уничтожал Венесуэлу. Мадуро что, хороший парень, в стране демократии, она процветает. Тут врывается Трамп и что-то забирает. Трамп убивает гражданских, Трамп пропускает ракеты против гражданских. Это была великолепная операция. Американская армия склепала копию, я видео сегодня видел, копию дома Мадуро для тренировок. Трамп лично наблюдал за этими тренировками. Это была проведена фантастическая операция. Его выкрали ювелирно. Да, убили там 40-50 человек, с которых было большинство кубинцев и его охраны. Кстати, некоторые дезертировали. Вы знаете, что были агенты, и немало, ЦРУ среди охраны Мадуро. Это же не так, как Путин с Украиной поступил. То есть ювелирная операция. Про экономику Венесуэлы я могу говорить часами. Вы знаете, что ВВП Венесуэлы в 2010 году был 320 миллиардов долларов, а в 2024 100. Это в стране, в которой на 17 триллионов долларов залежи нефти почти 19% мирового запаса вообще резервов. А золота там тоже немыслимое количество. Ну как такое может быть? И я еще раз, я могу очень подробно об этом говорить. То есть Мадуро это козел отпущения? Нет. Мадуро это первый, как вам сказать, первый сигнал, это ближайшее к Штатам, не считая Кубу, Куба это мелочь. Это ближайшее к Штатам, это все альянс Китая, Иран, повторюсь, это все влияние и России, и Хезболла. Кстати, Нетаньяху здесь Новый год, вы знаете, праздновал с Трампом не просто так. Это тоже связано с этой операцией. И то, что происходит в Иране, это тоже связано с этим. Наблюдайте сейчас следующее событие. Значит, во-первых, невозможно без Моссада вот эта история, когда одновременно в нескольких городах вспыхивает. Люди могут раскачать в одном месте, но в такой стране уже, которая зажата конкретно. Но по всей стране, как в Иране, это только когда завязаны спецслужбы Израиля, возможно, Америки. Все это сейчас происходит. Смотрите дальше. Сейчас Маск должен над Ираном включить Старлинки бесплатно. Для того, чтобы была лучшая коммуникация. И тогда эта ситуация еще больше чашу весов в сторону свержения режима. Последние 2 ночи были очень жесткими. Вы знаете, протестующие уже захватили там некоторые административные единицы, поэтому вот такая вот это очень длинная история. То есть получается, что Америка силой меняет режим. Но я же, как бы с вами дискутируя, подвожу к мысли, что режим-то не поменялся. Когда вы говорите Мадуро, при слушайте, да у него вся вертикаль сохранилась. Он сейчас там, конечно, выступает против этого министра обороны, да, в общем, министра МВД, тут, который особо публично рьяно говорит. Но, в принципе, ничего же не поменялось. Просто как бы сняли пирамидон, верхнюю крышечку, а все же осталось то же самое. И поместили... Так вы говорите, сейчас Венесуэла вассал США, вы сказали, или колония, вы сказали, колония, США. Получается, Теперь да. вы говорите, Мадуро оставил всю вертикаль. Надо одно из двух только выбирать в этих ситуациях. Нет, либо подождите, колония США, либо вертикаль Стойте. Мадуро осталась. Смотрите, вопрос заключается в другом. В стиле Трампа, который мы сейчас наблюдаем, и сейчас обсуждает вся планета. Вы заметили, что Украина вообще там на задворках осталась, как тема, да? Переговоры, идут, договариваются. Зеленский, мы готовы к сложным разговорам. И давай там заявления свои, сейчас их обсудим. Но стиль Трампа заключается в чем? Стиль Трампа в том, что ему плевать
Кто? То есть вот этот набор аргументов, которые вы приводите по отношению, ну, там, негатива режима Мадуро для венесуэльцев, например, ему плевать. То есть венесуэльцы не станут жить лучше. Ему нужно только, чтобы условно нефть поставляли, отдавали, продавали, с Россией и Китаем, Ираном не сотрудничали. Ну, короче, забрать вот это влияние полушария. Откуда вы это знаете? Это видно, потому что он всех оставил. К нему Прошу ему стучалась Мачадо, оппозиция. Говорит, ребята, мы сейчас, Трамп, я тебя там опередила в гонке на Нобелевке, но я тебе отдам ее, отдай мне кресло президента. Он всех послал, сказал, ребята, нет. Кто там радовался, в Буэнос-Айресе радовались, помните, там митинги показывали нам в самом начале. Он всех Да вся послал Венесуэла радуется до сих пор. и оставил работать тех, с кем есть. Ну, давайте по порядку. По поводу Мачадо. Пошел такой слух, что Трамп ее не ставит сейчас президентом, потому что она не отдала ему Нобелевскую премию. Поэтому она быстренько вышла и сказала, я вот готова поделиться, начала подыгрывать ситуацию. Мгм. На самом деле есть доклад ЦРУ, в котором говорится, что сейчас Марию Мачадо ставить не нужно. Нужно пытаться работать с вот этой вице-президент, женщина, которая вместо Мадуро осталась. И на нее сейчас США оказывает очень серьезное давление. И так же, как в случае с Украиной, вот этот план не сработает, срезается и включается план Б, план С и так далее. Мы не можем судить, прошло 5 дней. По поводу или сколько там, ну около 5 дней. По поводу того, что люди не будут жить лучше. Ну и вы понимаете, голод в стране, в которой на 17 триллионов долларов нефти, и вы говорите, они будут жить лучше, еще как будут жить лучше. Мадуро национализировал бизнес-предприятия, Мадуро пытки устраивал, Мадуро выкрадал людей, их насиловали, там невероятные вещи творились. Но самое главное – это экономика. То есть вы просто поймите, гиперинфляция измерялась миллионами процентов. То есть это искусственный ручной процесс. И если будет все цивилизованно, если туда зайдут американские корпорации, если страна вернется в демократическое русло, конечно, люди станут жить лучше. Ну, ВВП 100 миллиардов долларов в стране, в которой такие сумасшедшие запасы нефти и золота, это же просто абсурд. Это ВВП ниже, чем в Украине, для понимания людям. Сколько в Венесуэле? 28 или 30 миллионов жителей. Как в Украине сейчас, давайте будем говорить. Ну, это же смешно просто. То есть Россия рядом не стоит по запасам нефти с Венесуэлы. Даже Россия. И не Ну, там, арабские страны там точно так же. специфическая нефть, но тем не менее Трамп доволен. Баррели считает и, как говорится, барыши. Однако Да вот специфическая нефть – это опять-таки манипуляция русских. русских? Да. Нет, я понимаю, что наука химия с тяжелой нефтью – это русская наука, Менделеев ее, ну, и мы его должны запретить, но подождите, есть Не, мы не разная должны нефть. запретить. Я просто это читаю исключительно, когда россиянам нужно девальвировать, слышу, когда россиянам нужно девальвировать, или там около, нужно девальвировать то, что сделал Трамп. Типа, ну, Венесуэла, да, подумаешь, там много нефти, но она хреновая. Там вчера этот Кедми, вы знаете, у меня были дебаты. Там вот это, ну, это хреново, в принципе. Вот где Америка, Украина, там хреново. Где Россия, там просто все самое лучшее. Нет, так мы с вами о России как бы еще не начинали говорить. Сейчас начнем, собственно, да, по поводу Давайте. вот этих кораблей. Слушайте, понятно, что, опять-таки, все должны четко понимать, что ответа никакого не будет, да, прецедент есть с захватом танкеров, ну и хорошо, как бы, да, утрутся, будут отвечать симметрично, асимметрично, будут ли отвечать в принципе. Интересно, что там 2 танкера захвачено, один на юге, другой на севере. На севере, вот в Шотландию, собственно, там 2 названия у этого корабля, Софию на юге, а второй вот этот на севере. И, в общем, как бы там рядышком Исландия, там рядышком Великобритания, и вот это вот Гренландия преснопамятная. И сейчас вот все говорят, а будет ли война внутри НАТО за Гренландию? Рубио вроде как всем обещает по дипломатическим каналам, что нет, не будет, все будет нормально. То есть мы ее купим. Слушайте, а за что купят Гренландию? За барыши от венесуэльской нефти? Вы знаете, что у США ВВП 30 триллионов долларов? 30 триллионов долларов. Это космические деньги. Вы спрашиваете, за что купит США? Нет, ну подождите, выглядит политически вот так, что мы Нет. тут будем это вы наживаться, притягиваете за уши. тут США будем богатейшая наживаться. страна мира. И если вы помните, Трамп на первом сроке предлагал Дании купить Гренландию. Кстати, сегодня Reuters передала, что европейцы сильно зашевелились, типа пытаются уже сейчас обеспечить чуть ли не военную безопасность сегодня. Гренландии там началась суета. Военного захвата, такого вот, как все пытаются это представить, не будет. Действительно, Трамп будет пытаться опять ее купить. Жители Гренландии получат там по расчетам феноменальные с этого дивиденды.
И, кстати говоря, расчет это не будет так. Давайте вот триллион на счет зашел, мы вам Гренландию. Это на годы растягивается. Для Дании это очень выгодно. Но там же это премьер-министр Дании, крайне неприятный человек, одна из худших в Европейском Союзе. Она там восхваляла Зеленского очень сильно. И она пытается вот эту политику устроить. Давайте так честно, что Европа сделает? Что Европа сделает? Соберет саммит миру, как это они там любят, не обескураженность, а как они, обеспокоенность. Мы обеспокоены такими-то действиями. Соберется Макрон, Мерц, Стармер, обнимутся, поговорят и разойдутся. Они ничего не могут сделать. Но Трамп, несмотря на это, Трамп так действовать не собирается. Это чистый бизнес. Это вопрос вот той же мировой безопасности. Гренландия это не так, что вот оно лежит, и вот Америка что-то хочет там сделать. Это вы знаете прекрасно, геополитически очень важная точка влияния. То есть если не Америка, тогда Китай и Россия. И вот тогда что будет с Европой? И Великобританией в том числе. Поэтому Евросоюз и Великобритания, поскольку она не там. К сожалению, все в мире вот так. Ну хорошо, тогда почему не собраться все вместе и не обозначить новое правило? Понимаете, новое правило, что территориальные воды – это как бы другое уже понятие, нейтральное вообще другое тоже. А какие-то там воды Мирового океана, судоходство – это вообще, собственно, ну, минус. Вот это же ничем не отличается, вот если мы так продолжим линию танкерного флота и перебросим туда на Россию и Европу, да, это же ничем не отличается абсолютно от спецопераций, которые брал на себя Малюк, ушедший в отставку, по подрыву, военному подрыву. Дроны, когда запускались. По большому счету, ничем не отличается. Просто там вроде как официально, типа страна, Украина, служба официальная, атаковала. А здесь мы видим, там задерживает, в общем, там что-то конфисковывают и... Ну, вообще-то Украина в состоянии войны с Россией. Ну так, на секундочку. Вообще-то нет. Нет, ну юридически нет, но по факту ну, идет война. Юридически. Понимаете, в чем дело? И опять-таки, то же самое. Я как бы вижу эту спесь, там в соцсетях, в комментариях все пишут, надо немножко, как это, don't push the horses, понимаете? Надо, как любил говорить Усик, который защищал того же Малюка. В чем вещь? В чем очень важное понимание? Смотрите, у каждого судна по 3, по 4 флага. Все это видят, так они работают. Это все вопросы страховок, денег, там, фрахта и так далее. Это все исключительно экономическая история. Точно так же, только здесь мы видели, что идет атака, прямой ущерб. Здесь идет грубый передел. Ну, рейдерский такой отжим, не дают работать по тем правилам, по которым работал. То есть нужны какие-то новые правила. А новых правил Трамп не предлагает. Почему? Это не рейдерский отжим. Это теневой бизнес, нелегальный, который цивилизованный мир в лице Трампа дает ему по ушам. Это же не просто реальный флаг России, который имеет на это все юридические полномочия международные. Как это было, давайте так, до войны с Украиной. Кто-то трогал российские суда? Нет. Все было легально, все до санкций, до всего этого. Когда это произошло, это стало нелегальным. Потому что Россия напала на Украину. Вот и все. И еще раз вас прошу, давайте как-то идти по пунктам. Потому что мы сейчас заговорили о Мадуро, потом опять флот, мы сильно прыгаем. Я вот уже, например, забыл, с чего вы начинали, я хотел что-то очень важное сказать. И вот в этом разрезе как раз. Ну, это вы... Для зрителей важно. Это вы немножко как бы задебатировали. Задебатировали. Смотрите, тут же все максимально просто. Россия должна как-то отвечать. Да? Отвечать чем-то вместе с Китаем в любом случае. Потому что Европа, она сейчас между... в общем, в таком специфическом положении. Все на самом деле очень логично и по пунктам. У Европы с Америкой очень серьезная напряженка по поводу Гренландии, потому что она это вылазит. А Россия и Китай теоретически могут сблизиться и придумать что-то свое. Россия мало что может придумать в отношении Америки, это точно, да, но может Китай. Мы помним, как Китай, например, ввел контроль за экспортом редкоземов, и это немножко скорректировало как бы политику Трампа, сделало его смирнее. Но Китай пропускает, получается. Сначала пропускает танкер, потом пропускает Мадуро. Такой удар за ударом. Да? Сейчас все пишут о Панамском канале с этими китайскими же компаниями. Что может предпринять Китай, как вам видится? Потому что, вы знаете, говорить о том, что вот сейчас цивилизованный мир,
Смотрите, форма действия мало напоминает цивилизованный подход. Ну вот объективно. Военным путем гражданское судно не захватывают, потому что оно не несет угрозы. А США юридически выписывают, что там какое-то судно с какой-то нефтью несет угрозу именно Соединенным Штатам Америки. Понимаете, это тоже за уши притянутое обстоятельство, но ровно потому, что Трамп так решил. Я сейчас скажу не про вас, ничего личного, не примите на личный счет, но вот когда случилось с Мадуро, россияне начали аргумент приводить. Это незаконно, посмотрите, какой беспредел, нельзя вот так вот делать, это терроризм и так далее. Хорошо, у меня простой вопрос. А как действовать с такими, как Путин и Си? Иран, вот эта вся компания. Вот как с ними действовать? Они эти правила игры ввели, они не соблюдают ничего законного, ничего цивилизованного, они агрессируют постоянно. Значит, на сильного парня нашелся сильнее парень и начинает с ними работать. А какие правила так ввели устроено. Путин и Си? Подождите, о чем вы? Ну, Путин напал на Украину. Китай с ними ведет вот эту вот торговлю и тоже подогревает. То есть, по сути, Россия прокси Китая, подогревает эту войну. Это что, нормально и правильно? Или Украина и США претендуют на какие-то вещи в таком стиле? Нет. Или Украина кого-то атаковала? Нет, при всей дурости Зеленского и Порошенко. Не, ну уже там атаковала, уже как бы 4 года война идет. Это... Нет, первыми, я думаю, первыми. Ну, первыми тут тоже такие вопросы, понимаете. Какие вопросы? Украина не агрессор, ну какие вопросы? Нет, я не хочу захватили просто... что-то в России? Я не хочу, то есть там поднимать вот эту там первопричины, оправданность. Просто смотрите, эта вся ситуация, да, нас приводит к одному, что переговоры мирные, они бессмысленны. Вы посмотрите на Зеленского, как он счастлив, как он рад, как он комментирует Мадуро, как он намекает на Путина. Сейчас говорит, пускай американцы захватят Кадырова, и Путин тогда все поймет. И, мол, так остепенится. Вот эта фраза с выкручиванием да, носа, нос могут открутить. Короче, получается, что видимо так выглядит, что после Парижа уболтали Кушнера и Виткофа, как бы ему притрусили на уши, присели, и теперь Америка как бы априори за Украину снова и будет готова. Вот сейчас она готова просто постоять рядом, как Трамп описывал, не просто так привел вам тут цитату по поводу НАТО, да, потом немножко подкинуть деньжат, потом немножко как бы там что-то еще, и, в общем-то, здравствуй, как бы спасение Зеленского. Ведь все, что, о чем вы там, ну, как вы описываете Мадуро, да, ведь мы же тоже, Украина, превращаемся в такую страну Латинской Америки. Да. Зеленский действительно похож на Мадуро по своей стилистике, все диктаторы друг на друга похожи. Я сделаю шаг назад несколько раз по поводу, почему не могут все собраться договориться, и перейдем к Зеленскому. Угу. Как договориться с Путиным? С ним договариваешься, а он выходит и говорит, а вот Украина атаковала мой дворец, какой ужас, и Трампу звонят, и вот смотрите, нас атаковала Украина. Потом ЦРУ Трампу делает доклад, говорит, они атаковали рядом объект, но там никто не собирался дворец атаковать. Ну и как с ними серьезно разговаривать? О чем с ними можно договориться? Это первое. По поводу Зеленского. Я на это вообще не обращаю внимания и всем рекомендую. Это мы уже проходили. Вы помните, когда Трамп, а может быть 91-го года надо забрать границы, а может быть недавно, месяца 3 назад, а мы им дадим вот это, и Зеленский уже там все расцветает. Это все, он наивно полагает, что действительно Трамп стал на его сторону. Потому что вот он так все меряет. Есть я и есть Путин. Нет, есть Украина, есть Россия. И Трамп делал все, вел с ними как приличный человек, по-бизнесовому. Но Зеленский и Путин два беспредельщика. Просто у Путина больше ресурсов, он мощнее, поэтому с ним сложнее в этом смысле. И поэтому сейчас может кому-то показаться, что там Трамп стал на сторону... Трамп и был на стороне Украины глобально, потому что это вопрос справедливости помимо геополитики. В этом случае Россия агрессор, Украина жертва. Повторяю, при всей дурости, при том, что много не так однозначно, с этим всем согласен. Хорошо, тогда какие перспективы того, что вот это вот все опубличенное вчера, я просто напомню, что американцы как бы немножко в стороне держатся от решения после окончания войны размещать базы на территории Украины, а французы, немцы как бы не на территории, немцы там как-то Мерц что-то поплыл, он говорит, я там обеспечу безопасность на всем континенте, потом говорит, да нет, мы там станем на границе НАТО и будем, в общем-то, смотреть в бинокль на Украину, но тоже будем
охранять Украину, помогать ей. Ну, если она, конечно, не будет нам... Хватит уже украинцев в Германии, давайте там у себя. И, собственно, вот эта вот тема, а давайте 700 тысяч войск, то есть, еще раз, 700 тысяч войск, 700. Значит, ВСУ – это первая линия обороны, да, нас, Европы, цивилизованного мира, как вы выражаетесь. Военные базы. То есть изначально тот подписанный меморандум и те заявления, которые звучали вчера, это никак не приблизило, а скорее отдалило окончание войны в Украине. Но это же не выгодно Трампу, подождите. Трамп же должен как бы выступать против этого, а он, получается, устами Кушнера и Виткофа, ну, очень мягко, да, вообще, а мы о другом, мы там о восстановлении, BlackRock поможет украинцу найти работу. Короче, как-то вот они съехали тихонько, аккуратно. Витков уже не срывался, как и в Лондоне на коалиции желающих, 20 минут посидел и уехал. Помните, был эпизод? Да. Он досидел до конца. О чем это говорит? Ну, во-первых, я знал, что эта штука будет подписана, и я вам скажу, за январь-февраль еще кое-что может быть подписано. Но это все документы с нечеткими юридическими формулировками. Понимаете? Они имеют юридическую силу, но без четких формулировок, очень расплывчатые документы. Вот вчера это называется как декларация о намерениях. Договор. Это же не вот конкретно, это о намерениях. То есть это сели, положили на бумагу, что мы собираемся. Это в бизнесе обычно так себе бумажка. Поверьте, здесь то же самое. Все могли вчера видеть вот это вот выступление каждого. Кто выступал? Зеленский, Макрон, Стармер речь толкал, Мерц, и последний был Витков. И Кушнер рядом стоял. Витков говорил 4,5 минуты. Я это точно знаю. 4,5 минуты. Он говорил действительно о бизнесе. Он говорил, BlackRock многое сделает для Украины. И, кстати, это тоже тема многих возбудила. И действительно об экономике. По поводу Макрона. Он сейчас на внутренний рынок показывает враждебность к Путину. На самом деле он где-то 9 месяцев восстанавливает связи с Россией. И сейчас он будет контактировать плотно с Россией. Никто не собирается обострять ситуацию. Особенно Макрон, который, вы знаете, его политические дела. Он объявил, что не будет баллотироваться, его рейтинг сейчас там ужасно низкий, как у всех, кто там. У Макрона рейтинга нет, у Зеленского рейтинга нет, у Стармера рейтинга нет, у Мерца рейтинга, ни у кого нет рейтинга. У Виткофа есть рейтинг, но он не президент. Поэтому не стоит обращать внимание на вот эту реакцию Зеленского. Ну, конечно, он сейчас, понимаете, это личняк. Он сейчас как для себя выглядит? Ну что, Путин, съел? Посмотри, Трамп чуть ли не за мной. И начинаются эти заявления, когда взяли Мадуро. Ну вот Америка показала, как с диктаторами надо работать. Так ты что же диктатор? Получается, с тобой так надо работать. Сегодня он про Кадырова вот это вот выдает. Это, понимаете, потужность. Чтобы потом телемарафон, я так смеялся, телемарафон в Ютубе, превьюшка, реготали всі. Типа, когда он это сказал. Ну, понимаете, это для идиотов. Шоу для идиотов. Ну так эти идиоты, это же украинцы, получается, которые сделать ничего не могут. У россиян много идиотов. И я вчера в этом убедился в очередной раз. И у украинцев много идиотов. Я что, это отрицаю? Конечно. И знаете, сегодня в Фейсбуке мне что попалось? Женщина пишет на полном серьезе. 2 фотографии Трампа. И она разбирает, что Трамп скоро умрет. Потому что там он где-то уже физиологически, там уже вот так у него голова, а не вот так. И вот она вот 4 абзаца пишет, что Трамп скоро умрет. А Трамп через 5 минут говорит, без меня Украины уже бы не было. Это неблагодарный народ, что один, что другой. Но если Россия будет так продолжать с Трампом, то цены на нефть обрушатся, дела Путина пойдут реально очень плохо. И россияне, которые сейчас, часть россиян, я должен сказать, там очень много и приличных людей. Вот эта агрессивная часть россиян, которая всех вокруг ненавидит, со своими скрепами, они могут опять просить гуманитарную помощь у Америки. Может дойти еще и до такого. Если так дальше будут вести дела таким образом. Помощь зачем у Америки? Гуманитарную. Потому что если цены на нефть обрушатся, вы помните, сколько стоила цены на нефть при Ельцине? $10. $10. А потом пришел Путин, цены подскочили, и все это связали с Путиным. Нет, точно так же все может вернуться. Ну, не 10, конечно, это, уже будет. Смотрите, это все на самом деле такая очень, линейно я бы так не мерил. Тут и эпохи, и поколения, и идеология, и Путин был разный. Механизм. И как Путин... разваливали Советский Союз. Нет, смотрите, то есть, подождите, то есть вы считаете, что Трамп планомерно идет к развалу Российской Федерации? Не, кстати говоря, вот этот момент не считается супервыходным, чтобы Россия развалилась на 20 частей, как вот об этом говорят наша украинская пропаганда. С этим здесь очень осторожно. И вот эти статьи про Козака выходят тоже не просто так. Вы читали, да, наверное, в Нью-Йорк Таймс,
программа реформ Козака, вот эти все тонкости отношений с Путиным, это все тоже не просто так делается. Просто человек не агрессивный, более вменяемый, с демократическим мышлением может стать в роли России, не надо ничего разваливать. Это наши мечтают развалить, как будто Украина от этого лучше заживет, что тоже является бредом. И ядерное оружие здесь тоже очень сильный аргумент. Но это отдельная тема. Я вам показываю просто, что бывает, когда ты ведешь дела ненормально. Можно же было нормально жить, не проявлять никакую агрессию. Наши дела – это наши дела, их дела – это их дела. Заметьте, я российские дела вообще никогда не обсуждаю, потому что моя страна Украина. Там все время обсуждают почему-то Украину. Вот это для меня непонятно. Вы думаете, я хотел этой вражды? Нет, я не хотел. Когда началась эта история, мы смотрели одни телеканалы, потом начали отключать, это запрещать, там полетели ракеты, там они... Для чего это все было? Смотрите, тут давайте так, ну можно же было жить нормально, можно было не расширять НАТО на восток, можно было Где не оно вводить, расширилось? не вводить... Подождите, кто Где стал НАТО членом расширилось? НАТО? Подождите, Да, где НАТО расширилось? да. Ну вот последние годы где оно расширилось? Мы не берем, когда уже началась война, там Швеция, Финляндия, где? Украина стала членом НАТО? Нет. 2 недели назад опубликованы, рассекретили документы, официально США, Госдеп опубликовал документы. Любой зритель сейчас возмущенный может зайти почитать. И Буш, и Обама, и Клинтон, все говорили Путину, Украины в НАТО никогда не будет. И Путин это прекрасно знал. Но это отличная тема для вот этой карусели Нет, смотрите, военной. я для поясню. Нет, это не для военной карусели. Это, в принципе, отличная тема, чтобы понять, что произошло в Париже. Сегодня Зеленский на Кипре. Ну, вчера в Париже, сегодня на Да, Кипре. да, я знаю. Значит, важный же момент. Ну вот, то, что произошло вчера, очень мало отличается, чем от там, формулы перемоги. Помните такую? Была у Зеленского. Конечно. Вот И сейчас сколько было этих форм? вот сейчас это формула перемоги. Опять, очень важный нюанс. Конституция Украины, она нужна только когда надо ей прикрыться, да, прикрыть какой-то срам, референдум говорить, там еще что-то, там давайте у народа что-то спрашивать, когда надо переложить ответственность. Когда нужно играть игру, а эта технология очень простая, вот ровно тогда, да, там, репарации, все сейчас там. Украина должна быть в НАТО. Был такой там при Байдене еще там, да, вот эта вся история, Вильнюс мы помним, да. Потом говорит, нет, Украина должна иметь право быть в НАТО когда-то. Ну вот, начали сроки обсуждать, 25 лет, 10 лет, сколько там, гарантировать, что не будет. Потом уже четко сказали, Украины в НАТО не будет. Но тогда страны НАТО будут иметь свои базы на территории Украины. В принципе, мы видим очень такую чахлую метаморфозу, да, она вот как бы идет на угасание, но годы пролетают. То есть еще через годик-два мы увидим очередную коалицию каких-нибудь желающих, могущих и рвущих на себе рубахи, возможно, сменится просто власть в отдельных странах ключевых Европейского Союза, и мы наконец-то придем к пункту, что Украина должна выполнять Конституцию и там изменить этот пункт, потому что, ну или как предлагалось, да, что в НАТО запишут в структурные документы, что Украины не будет в НАТО. Ну, вот так. И тогда все как бы успокоится, этот пункт мы пройдем. Но кроме этого пункта есть же еще 27, ну, которые там превратили в 19. То есть, получается, это идет максимальное затягивание вообще всего происходящего. Но зачем Зеленскому максимально тянуть эту ситуацию? Я не нахожу ответа на этот вопрос. Сообщили, что деньги от ЕС, вот эти преснопамятные 90 миллиардов, которых не хватит. Не хватит. Конечно, не хватит. Конечно, не хватит. Это ну, не все в виде денег. В конце второго квартала. То есть денег есть сейчас до февраля, они там немножко подергали, позанимали, да. Доллар уже сегодня исторический рекорд побил по отношению к гривне. Ну, там доллар, в принципе, укрепляется на фоне всех мировых событий, но тем не менее, держим это в уме. И мы понимаем, что мы вот до февраля повоюем, а потом все. А потом вот все. Куда? Какой расчет у Зеленского? Это почему я говорил, когда объявили про эти 90 миллиардов, эти все в экстазе, они калькулятор в руки брали, они понимают структуру экономики, бюджет, расходы. Это все, опять, Саш, это для идиотов. Идиоты в это поверили и радовались. По поводу пунктов плана, не концентрируйте на этом внимание, я вам точно говорю, существуют непубличные пункты плана. И это почему я возмутился, когда Стефанчук, вы видели, недавно вышел и заявил, на референдуме может быть только один вопрос. Вы поддерживаете мирный план или не поддерживаете? Но при этом мы вам его не покажем, потому что я знаю, нельзя будет показать все пункты плана.
То есть публично мы будем знать, а еще 5-10 непубличных мы знать не будем. Это честно, это нечестно. Для чего это Зеленскому? Вы же знаете, 3 ноября 2026 года в Америке промежуточные выборы. И у Зеленского в голове таится, хотя он... вообще, тут опять-таки, в Мар-а-Лаго последний раз был очень жесткий разговор с Зеленским. Прям очень жесткий разговор с Зеленским. Неприятный для него. Когда камеры, когда вышли все из кабинета, где они сидели. Зеленский в голове, я думаю, пытается опять кинуть Трампа, тянуть до промежуточных выборов. Денег вы сказали нет. И вот он лавирует в этом каждый день. Я всегда вам это говорил, и вам везде это говорю. План только один. Вот сегодня январь, как до конца января сохранить власть? Начнется февраль, а как нам до конца февраля сохранить власть? И вокруг этого все это вертится. Вот эти назначения все, которые сейчас есть, почти все связаны с этим. Но не все. Ну, Буданов как-то сегодня странно обсуждал Зеленский Буданова. Буданов вышел, говорит, есть... Вообще сегодня все начали говорить загадками, вы заметили, да? Вчера вообще почти никакой информации, кроме вот этих заявлений про намерение построить военные базы. Сегодня говорят, мы рассматриваем очень тяжелые вопросы, Запорожскую атомную и территориальной целостности, мы ни от чего не прячемся, пишет Зеленский. Короче, есть какие-то практические шаги, практические вещи, к которым договорились, к которым пришли в результате договоренностей. Однако... Буданов так красиво комментирует, говорит, не обо всем можем рассказывать. И все так смотрят на него, на бывшего главу разведки, говорят, ну да, конечно. Но Зеленский как-то палится достаточно сильно. Говорит, Буданов обменами будет заниматься, продолжать, потому что у него получалось. Но к информационной политике, не будет, в общем, допущен. Да? У него другая там задача, у него там по-своему он будет заниматься. Получается, правы все те аналитики, которые говорили, что он просто, Зеленский, приблизил к себе врага, сейчас его нагрузит... пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что, пока тут будет бегать, собственно, так и испарится Буданов. И его все свяжут такими цепями с командой именно Зеленского, власти, и, соответственно, в общем-то, похоронит всякий рейтинг. Буданов не мой герой, но я должен сказать, он не настолько глупый человек, чтобы так легко на такое повестись, у него своя игра. И не помню, вам это говорил или у себя точно это рассказывал. В конце главы спецслужб будут спасать себя. Вот Малюка почему сняли? Потому что он в конце начал спасать себя. Когда запахло жареным, американскими санкциями, когда Ермак его принуждал на Гуриди войной, вы знаете про эту операцию, которую они пытались провернуть. Давай на Буса будем крошить, давай вот этих оппозиционеров будем крошить. Был получен сигнал из США, и он понял, что ему это делать не нужно. То есть спас себя. Буданов тоже вот так вот лавирует. Буданов играет совершенно свою игру. Что делает Зеленский? У Зеленского наслоение ошибок. То есть он ошибся в самом начале. Он ошибся вообще, когда только пошел в президенты. Он ошибся дальше. Ошибка. Он себя загнал в угол, у него цунцванг. Так, что сейчас делать? Последнее что? Вот можем Буданова. На самом деле Буданов вот в политической концепции это прикрываться военными. И сейчас в ближайшее время может быть еще одно назначение, от которого все ахнут на СВР. Кулеба, я не гарантирую, что это произойдет. Что-что? Кулеба, что ли? Кулеба в лоб, Но так если Кулеба в то это лоб. будет, если Кулеба, то это будет квартал 95. Но если это будет человек военный, то это будет то, что он прикрывается военными. И я это прогнозировал, когда спрашивали, кто будет главой ОП. Я сказал, я вижу, что он должен назначить силовика, сильную фигуру. Он назначит спецслужбиста Буданова. На СВР, как я понимаю, Зеленского, ему нужен такой же человек. То есть ему нужно закрыть себя военными. Рыпаешься против Зеленского, значит, автоматически против военных. Но это как он думает, общество будет воспринимать. И вот это такая вот на сегодня тактика. Прикрыться военными, они меня будут пока отбивать, я пока буду делать свое, а там, глядишь, Путин будет срывать, там, глядишь, промежуточные выборы Трамп проиграет, там Европа как-то, может быть, опять подсыпет. Но это все мертвого припарка. Нужно глобальное решение принимать. Зеленскому плевать на Украину, он не понимает, нужно сейчас принять глобальное решение, как жить дальше. Я вам скажу честно, меня уже Донбасс и Крым сильно не интересуют. Меня волнует, что будет с остальной частью страны, как она будет жить и развиваться. Потому что если это будет сделано неправильно, то война опять случится, 100%, или другая катаклизм.
Нет, ну, поймите, тут тоже такой момент. Не волнует Донбасс и Крым, ну, так, может, а Днепр волнует, а Запорожье, а Херсон, Да, волнует, да, волнует. ну, там, а Киев, да. Можно же прекрасно жить и со столицей во Львове. Они же так хотели в самом начале войны перенести столицу Не, ну и это, прошу воевать. вас, мне не прописывать. Я не торгую территориями, я говорю, что я не ложусь спать с мыслями, боже, как я буду жить без Крыма и без Донбасса. Я сочувствую людям еще в начале, когда это произошло. Но я не хочу быть лицемером, который сейчас вам будет рассказывать, что вот вернуть Крым и Донбасс, и жизнь просто забьет ключом в Украине. Вот только из-за этого мы не успешны. А так бы мы ого-го Ну, показали. хорошо, давайте так. А как его грамотно отдать, Крым и Донбасс? Да, отдавать ничего не надо. Физически это контролирует Путин. Трамп предлагает, вам ничего не надо делать. Мы это признаем российскими, ну была такая конструкция, мы признаем российскими, вы просто не рыпайтесь. Ну, довольно безобидный, как по мне, вариант. А так я не терял их, не сдавал, и я не собираюсь на себя брать за это ответственность. И на тех территориях люди уже жить не смогут, про которые сейчас там тоже идет торг, или как это назвать. Это непригодная для жизни реальная территория. И это не я ее такой сделал. Поэтому я рассуждаю политически с точки зрения будущего, хирургически. Я говорю вещи очень неприятные даже для меня, но это единственный путь к развитию. Доктор Комаровский когда-то хорошо сказал медицинский. Гангрена, наверное, нужно ампутировать иногда, чтобы спасти весь организм. Мне кажется, это очень точно. Ну, вопрос-то, есть ли организм, понимаете? Вот в этом-то вопрос. Да, есть организм, безусловно. И то, что в команде Трампа сейчас заговорили, то, что я и вам, и везде тоже рассказывал, и тоже очень смешит некоторых сторонников России, это экономический потенциал Украины. Рубио говорит об этом, Витков говорит об этом, лично Трамп говорит об этом. Мы можем обсудить в эту фразу Зеленского про Трамп в 3 раза поднимет зарплаты, тоже я слышал там насмешки с этого. Это очень правильно говорить в разрезе экономики, потому что на самом деле это единственная действующая гарантия безопасности. Все остальное это бумажки такие, как вчера подписали. И То никто не будет есть, соблюдать. подождите, то есть вы прям вот из одних и тех же уст звучит Трамп «Укради Кадырова, чтоб Путину пусто было», и Трамп «Подними зарплаты украинцам». Я вот вообще не могу понять. Так, кто у нас у руля? Подождите. Трамп? Не, ну Зеленскому, для Зеленского Трамп большой папочка, которым он сейчас может прикрыться. Он для чего сказал вот эту вот фишку на аудио? Вы помните, это же было на аудио опять. Про Трамп поднимет зарплаты в 3 раза. Имеется в виду, его там садятся и обрабатывают, американская делегация. Да Украина может взлететь, смотри, вот такой ВВП будет, вот это, вот это, вот это. Американский бизнес зайдет, деньги хлынут, не надо мешать деньгам двигаться. И там вопрос типа, что со временем зарплата украинца может подняться в 3 раза. Он это интерпретировал по-своему и вбросил это в общество, как типа козырнуть. Все, вот так вот все банально. Люди иногда пытаются строить такие, там, знаете, сложные механизмы конструкции. Вот так квартал 95 банально работает. Зеленский в экономике 0, если что. 0. 2 нуля. Ну, в экономике 0, в военном деле тоже 0. Не знаю, в понимании общественных процессов тоже, в Конституции, которой он гарант, тоже мы это слышим, что 0. Да. И вот такой человек не должен идти в президенты. Так Я согласен. зачем он Трампу? Да он Трампу не нужен. Волею судьбы так случилось. Трамп работает с тем, что есть. Точно так же, как мы с вами полчаса назад обсуждали Мадуро. Есть та вертикаль, есть вице-президент, которой было донесено определенные вещи. Выбор за тобой. Для нее, кстати, если она не будет слушаться, будет заканчиваться это печально. То же самое и для Зеленского. Сейчас, понимаете, не все так просто вот здесь, когда речь идет о управлении государством. ЦРУ активно работает и изучает эти процессы. Прямо сегодня снять Зеленского и быть вот резко, это большой риск. Завтра все может измениться. А риск, Для Украины. Риск чего? Процессов, которые могут произойти. Ну, каких процессов? Ну, опять... Ну, я вам скажу. Смотрите, давайте еще там с другой стороны. Мы просто там опираемся на начало разговора, на Мадуро. Пускай там наши мнения не сходятся, но мы же пытаемся проанализировать, да? Проанализировать. Угу. Смотрите, убрали Мадуро. Я вам говорю о том, что... Ну, утверждаю. Вы говорите, что сейчас... Короче, и они в заложниках. Ну, вся вертикаль Мадуро. Но все остались как бы при своих и сейчас будут выполнять или не выполнять условия американцев. Да? То есть Да. Венесуэла в этом смысле, в плане там, суверенитета своего, то есть как бы как страна, она порабощена.
То есть ей сказали, не дружи с Китаем и Россией, не дружи с Кубой. Ну, то есть... И Я в тогда... очередной раз вас прошу не прыгать, вот Я потому не- что мы дезориентируем Послушайте, тех, я кто не... хочет Смотрите, разобраться. это это все потому, что американцы, да, вот американцы. Убрали Саш, что Мадуро. такое поработило? Сегодня Венесуэла празднует. Какое порабощение, если вся Венесуэла празднует свержение Мадуро? Эти видео не показывает, кстати, релевантская американская пресса, глобалистская. Она тоже это не показывает, им это невыгодно показать. Но благодаря Илону Маску, если бы не он, вообще уже был бы на букву Смотрите, «П» всему миру. смотри, Люди празднуют в Венесуэле. О каком порабощении идет речь? Смотрите. Где-то так- американские войска ездят. О чем стойте, речь? стойте. Ну, подождите, они Вы могут... сами себе противоречите. Чем я себе противоречу? Подождите, Но вы говорите сначала, что поработило, потом оставила вся вертикаль Мадуро, что изменилось. Ну, так все осталось. Сейчас у Да, исполняющей никакого обязанности... порабощения. Сейчас выбор есть. То есть мобилизацию уже никто не отменял, да? Ну, которую вводила В Венесуэла. Венесуэле? Да. Никто не Это за отменял. деньги Китая, и Ирана, и России пытаются брать наемников. Я уже видел, чем это закончилось. Могу вам прислать видео после эфира. Смотрите, ну, я бы, еще раз, Трамп может, я просто помню, к чему я это говорю, да, я не захожу Да. с вами опять в эту дискуссию, все как бы услышали вашу позицию, и как бы я вас переубеждать не собираюсь, собственно, вы меня не переубедите. Трампу это может очень сильно вылезти боком, очень сильно, если сейчас не последует кавалькада таких решений, о которых там вы говорите, если сейчас очень быстро, и здесь я, кстати, с вами согласен, если сейчас очень быстро там не случится что-то с Колумбией, с Панамским каналом, Гренландия, например, раз там, и проснется эта Федериксон, подружка Зеленского, и скажет, о, слушайте, а давайте мы там продадим эту к чертовой бабушке, чтобы как бы продать что-нибудь ненужное, да, купить что-нибудь Но ненужное. если не продаст, вы же не забывайте, ракеты «Фламинго», которые она с Зеленским строит, она может Трампа ими отстреливаться. Да, смотрите, тут много. Если не пойдет как снежный ком эти события, а все затянется в рутину, так еще и будут торжественно и точно так же радоваться все, когда будут освобождать Мадуро. То есть сейчас очень важный период времени. То есть время сжимается, сейчас нужно быстро принимать решения. Трампу нет времени царствовать, праздновать, радоваться и так далее. Потому Конечно. что вот так формируются быстро мировые порядки. И поэтому я привожу этот пример. Но еще раз, я просто запомню мысль, да? Вы говорите, необратимые процессы, если не станет Зеленского. Латиноамериканская страна, как вы говорите, бардак, безобразие, кланы, оружие, вот это вот все, черти что. Хотя, в принципе, Каракас красивый, ну, хороший город, имеется в виду. Да, Да? это вообще прекрасная страна сама по себе. Но тем не менее. То есть, и там, ну, постреляли на второй день, кто-то какой-то дрон запустил, по дрону стреляли, там чего-то где-то. Ну, собственно, Да. никаких волнений мы заметили. Но это ровно потому, по моему мнению, что осталась та структура, и сейчас она будет как-то утрясать с американской администрацией. Но не случилось катастрофы. Точно так же, если заменить одного человека, ну там двух, он и она, муж и жена, в Украине, просто взять и утром проснутся украинцы, а нет Зеленского. И сразу все как-то так и согласятся на мирные условия, самые разные. И никто не будет вот это Ваньку валять и тягомотиной заниматься в Украине. И быстренько все решится. Украина де-факто в состоянии войны, и вот ЦРУ считает иначе, от вашей точки зрения. Вы думаете, мне бы этого не хотелось? Но ЦРУ видит в этом риски. И главный риск это то, что практически сорвутся мирные переговоры. И это Россия увидит, что можно дальше нажимать, поскольку нестабильная политическая ситуация в Украине. Приблизительно так. Формулировка может быть неточная. А то, что вы говорите, почему вот так Трамп, вы одну большую разницу забываете между Трампом и Зеленским. Зеленский планирует на неделю вперед. А когда сейчас работает Трамп со всеми службами и со всей администрацией, это планы на годы. Вот мы сейчас с вами что-то обсуждаем, а там на 5 шагов вперед уже продумано, на реакцию на все. Вы думаете, они не закладывают эти риски? Я вам про Иран не просто так говорю, про Старлинки не просто так говорю. Это все огромная цепочка событий, которые будут впереди. И, возможно, кстати, очень быстро. Хорошо. Какие тогда перспективы урегулирования российско-украинской войны? Ну вот реальные. Потому что многие сейчас сходятся во мнении, что вот эта вся, ну, там, цепочка событий геополитической игры Трампа, плюс событий, ну, с Украиной и Европой, все похоронило
мир, и хоть там все кричат, мы близки как никогда к миру, но мы все дальше и дальше. Не-не, на самом деле все идет так, как шло. Ни дальше, ни ближе. Все идет так, как шло. Я же вам говорю, у Зеленского сейчас период, когда фокус смещается на Путина. Понимаете, тоже на него было давление, а теперь все давят на Путина, он может немножко выдохнуть, поэтому он такой радостный. Но все очень быстро может измениться. И вот это все происходящее, в том числе давление по поводу войны в Украине. То есть сейчас нужно Путину, первый сигнал, это Путин должен образумиться, вести цивилизованно дела, и все будет очень быстро. И там будут события не так жестко развиваться, и в Украине настанет мир. Конечно же, если сейчас представим, Путин так сделал, сразу включается проблема Зеленского. Я это вообще не снимаю. Зеленский продолжит чудить. А что такое, объясните, Путин должен вести нормальное дело? Нормально это как? Ну, смотрите, вы согласны, что в последнее время, с декабря, сильно активизировалась дипломатия, и действительно все пошло на сближение? Конечно. Это же факт? Да. Вот, смотрите, а что делает Россия? Значит, приезжает Зеленский в Мар-а-Лаго, получает пистонов, уезжает. Путин берет, пользуясь тем, что Зеленский ляпнул, пусть Путин сдохнет, когда с Рождеством поздравлял нацию, рассказывает Трампу, звонят срочно, нас атакуют, значит, там на Валдае атакуют резиденцию Путина. Ну для чего это делать? Это серьезно в лице Трампа и американцев? Для чего вот на таком уровне такими примитивами смотрите, заниматься? тут же очень, мне кажется, тут хитрее игра. Ну, вот с этими чипами, которые передавали под камеры. Помните, да, вот эта история? Там обломками, которые в лесу нашли. Это же все Да. максимально постарались показать и продемонстрировать. Я думаю, что, опять-таки, тут сейчас мы пришли к чему? К тому, что да, летело, да, куда-то в ту сторону, но не туда. А ты же как бы не разберешься туда, не туда. Вот дали какие-то чипы, скажут, а нет, фальсификация. Но это каждый доказывать может как угодно. Я вам просто напомню, когда Трамп был на первом сроке, вы помните, что он Вы мне использовать объясните. ЦРУ? Ты сидишь в Мар-а-Лаго, получаешь пистонов. Вот вы мне вот такую версию. А можно же по-другому рассказать. Ты сидишь в Мар-а-Лаго, получаешь пистонов, как вы выразились, и запускаешь ракеты. Дроны, фламиндичи, вот эти Нептуны длинные, Так, короткие. я про Зеленского говорю, что он получает. Так вот, а я же говорю, ты Зеленский сидишь, получаешь Да. и пускаешь Да. ракету туда. Когда? В ту ночь, когда у тебя вот эти переговоры. Вот с этим Зачем? Подождите, давайте не путать, я это не спорю. Украина тогда, в ту ночь, атаковала территорию России, но не резиденцию Путина, Мы не рядом. знаем, резиденцию или не резиденцию. Трамп сначала вы же не сказал дали да, сказать. Я потом вам сейчас сказал объясню. нет, потом сказал летели, но не туда. Ну, вроде как не туда. Давайте же, если вы хотите разобраться, я вам объясню. Когда Трамп был на первом сроке, у него были очень плохие отношения с ЦРУ. Фактически он перестал использовать, назовем как здесь это, их сервис, и он пользовался услугами, и сейчас пользуется, частных разведывательных служб. В Америке такое присутствует, и в мире в целом. Сейчас ситуация изменилась несколько. Он играет иногда в гольф с Рэдклиффом, главой ЦРУ, Мгм. но по-прежнему есть натянутость этого отношения. Я это говорю к тому, что если сейчас он это берет во внимание, значит это серьезно. Никакой атаки на резиденцию Путина не было. Но была атака Украины на объект рядом. Это же у вас, да, в эфире Арестович сказал, что там ядерный какой-то объект. Ну, какой-то пункт управления. Да, пункт управления. Вот в это я вообще с удовольствием поверю. Правильно ли это? Нет. Это почему я вам говорю, что Путин и Трамп, Путин и Зеленский, это вот такие вот люди, с которыми Трамп, цивилизованный человек-бизнесмен, не получилось вести диалог. Не понимаете, будем смотрите, с вами другими методами. Давайте так. Был удар, была атака. Россия не должна Да. была использовать этот удар, не должна была заявлять, должны были проглотить и промолчать. Должна была заявлять правду, а не говорить, что атаковали резиденцию Путина. Ее не атаковали. Ядерный объект, пункт управления по версии Арестовича. Кстати, эта версия очень сильно в Америке разошлась. Хорошо, объявите так. Я же говорю, что Зеленский хороший парень. Он тоже срывает мир так, как и Путин. Сейчас он прячется за спиной папочки Трампа. Это временно. Но как жестко против Путина сейчас действует, представьте, и против Мадуро, представьте, что он может сделать с Зеленским. А он считает, что с ним это не сделают, потому что у нас война. Хорошо, значит, ну, по поводу, сейчас приходят новости по поводу этих Маринера, да, по поводу судна Маринера. Короче, Россия требует от США обеспечить гуманное, достойное обращение с гражданами России на судне, соблюдать их права и интересы. США не должны препятствовать скорейшему возвращению россиян на родину. Москва внимательно следит за сообщениями о высадке. Ну, это МИД российский заявил. Ну, такая абсолютно
Ну, как бы такая реакция. Там есть еще проскочило, не знаю, насколько это правда или нет, нет возможности пока проверить. Ну, в общем, что там еще и украинцы были на борту в числе экипажа. Именно конкретно вот этого судна, захваченного на севере, да, Маринера. Не София, а вот Маринера. Мгм. Ну, то есть вот такие новости. Смотрите, то есть вы абсолютно, я в принципе понимаю там, как ход вашей мысли, вы сейчас, ну, как бы не видите перспектив скорейшего завершения войны. Но вы об этом не говорите просто. Я очень верю в следующие 2 месяца. 2 месяца. Да, да. В январе-феврале будут важные события, поверьте мне, с точки, ну, дипломатически. Будут. Мы можем об этих 2 месяцах судить и об этих там событиях, которые будут, по тому, какая команда обновленная у Зеленского? Или это сделано абсолютно ну, по Нет, это другим не связанные соображениям? между собой вещи. Это не связанные между собой вещи. Это все равно процессом рулит США. А Зеленский уже подстраивается там в меру своих желаний, хотелок и мозгов. По плану США. Не просто так в декабре все активизировалось. Я должен сказать, что тогда и Россия проявляла благоразумие. Без нее же тоже ничего невозможно. Сейчас вот такие пошли события. Но это, видите, как просто градус накаляется. То есть мы и так, и так, и так, и так. Не работает, градус будет накаляться дальше. Но я повторяю, для Зеленского тоже могут быть, если что-то пойдет не так, то уже с марта могут пойти серьезные последствия. А денег не будет, как вы сами сказали, уже особо. Денег не будет, и как бы понимаете, исходя из того, что мы наблюдаем внутри Украины, все заряжено на войну. Разворачиваются кампании против ухилянтов. Новые. Иначе быть не может. Еще больше там трусят, и вот эти заявления Мерца, например, да, о том, что перестаньте отправлять нам мужиков, пускай они защищают Украину. Он негодяй. Он негодяй. Запустить себе дикарей, которые убивают, насилуют, ему это не мешает. Не будем говорить откуда. А украинцы ему мешают. Нет, это просто подыгрывание ситуации. На самом деле, знаете, почему он это хочет сделать? Чтобы дольше война продолжилась. Солдафонов туда отправить в Украину. Идите воюйте. Чтобы война, щит Европы, будьте бронежилетом Европы. А мы тут лучше с дикарями будем. Пускай убивают нас и насилуют дальше. Вот что такое Мерц. Это именно поэтому рейтинг у него летит вниз, а АФД летит вверх. Это не мои слова, это факт. Нет, так Которые это же, там еженедельно обновляются. так это же такая, это, по-моему, там целеуказание на стратегию, на определенный план. То есть, Европы? нет, план в том, что Украина хоть так, хоть сяк будет понижать мобилизационный возраст, закрывать границы для молодых парней 18-22, и если там кто нас слышит, то надо как бы подумать, да, потом дальше будет худо. Надо подумать, но по моей информации у Зеленского на столе не вчера и не сегодня, а гораздо раньше лежит один из немногих докладов честных, где сказано, что если сделать вот эту мобилизацию, о которой вы говорите, 18-20 лет, то будут очень печальные социальные последствия. То есть я для себя это так понял, что это та красная линия, после которой у него окончательно обрушится внутрянка. Вот даже те зомби, которые в него верят, они, ну все, ну ты что, наших детей на фронт, и мамы начнут бунтовать, несмотря на терпеливость. Ну, я не знаю, правда это или нет. Выборы будут вообще в Украине? Зеленский сегодня заявил, что в феврале будет новое законодательство готово. Дедлайн до конца февраля. Саша, у вас в эфире 100 раз я вам называл май 26 года. Я давал вам коридор, вы точно помню, с весны по осень. Вы еще сказали, ой, широкий коридор. Вот оно где-то так остается, но план на конец мая. План на конец мая. Если вы посчитаете, кстати говоря, то если в феврале сделать законодательство и объявить, как раз 100 дней это конец мая. 90. Хорошо, тогда Зеленский с этими выборами, да, он будет впаривать и тулить референдум? Ну, они пройдут одновременно, они пройдут до референдум выборов будет, после выборов. И вообще, тема референдума, вы в нее верите? Хотите дословно слова человека из команды Зеленского? Никакого плана нет. Они не знают, будут выборы или не будут, будет референдум или не будет.
Это все муссируется в прессе, и в любой момент может обыграться как в другую, так и в одну, и в другую сторону. Нет никакого плана у Зеленского. Так, вот тут все-таки у нас выборы, вот тут референдум. Этого нет. Они реагируют по ситуации, полностью ручное управление государством. Все в ручном режиме. Да, друзья, всем большое спасибо, что проголосовали. Ну, смотрите, тут как бы сейчас... Трамп виноват во всем, да? По версии Трамп? зрителей. Нет? Да, или Зеленский. Не, Елисеевич. Ну, это само собой. Во всем виноват Елисеевич, по версии Это зрителей. само собой. Значит, кто больше крутит носом в контексте завершения войны в Украине? 4% Путин, 6% Трамп и по 45% Европа и Зеленский. Если так вместе, получается Европа и Зеленский 90%. 90, да. 90%. Я думаю, что где-то это близко к этому и есть. И мы видим, ну, вот эту вот новую антанту, понимаете, как таковую. Это политические импотенты. Какая-то они ничего не могут на самом деле. Ну чего, вот смотрите, сейчас приходят новости. Это там, их последний год у власти. я так слежу одним глазом за лентой слежу, вы видите, как Хилли, самый потужный министр обороны, потому что Британии, говорит, наши участвовали в захвате корабля. Ух, мы там США помогли, вот мы захватили, вот это все. Ребята, то есть, ну, абсолютно потерянная какая-то логика. Ну, это, может, я как коммуникационщик говорю со своей колокольни, со своей стороны. Во-первых, словарь. Во-вторых, собственно, заявление. Что значит захватить корабль? Вот интересная подробность, были или не были подлодки там, подлодка и корабли российские. Я вам скажу. Не, ну, В случае с первым кораблем они не успели. Ну, Reuters... Устремились сюда, но они не успели. Reuters пишет о том, что были прям рядом, стояли и смотрели. А Fox News говорит, не, ребята, они там куда-то шли, но, в общем, не дошли. Да, то есть их там не было. Потому что их сейчас героически там заявлять британцам о том, что мы с американцам помогли, а в чем помогли? Да это все. Ну, подождите, какие-то рыбаки, моряки... Давайте так, как они выглядели, когда Мадуро Трамп взял, он же не поставил их даже в известность. Плохо И там Стармер выглядели. этот... О чем мы говорим? Они сейчас тоже такое потужничание и прятаться за спиной большого папочки. А чего ж вы не делали такие, когда от вас требовалось жесткие шаги? Вспомните вообще Байдена еще. Помните, этот воздушный шар Китай запустил шпионский, и Байден сутки решал, сбивать, не сбивать. Да ну о чем мы говорим? Это все... Понимаете, сейчас нужно миру личность, и Украине нужна личность, а не вот эти политики по шаблону, бюрократы. Да, друзья, перейдем непосредственно к вашим вопросам, так сказать, полетели, режим Блиц, значит, так, поехали, сообщество сначала, вопросы, так, вопрос, значит, подтолкнет ли вот этот захват российского танкера, от Петра вопрос, к блокаде Балтики для России? Вот эту зону геополитическую, как вы видите? Я не думал об этом, я вам честно скажу, у меня нет ответа на этот вопрос. Я просто смотрю в другом направлении. Я смотрю больше в разрезе не дел вот этих всех морских на воде. Я смотрю Иран, так как я вам сказал, Венесуэлу, Мексика, Куба, Колумбия, Гренландия. Оксана, ну, видимо, ваша зрительница, ну и моя тоже, смотрела ваши дебаты с Кедми вчера. Оценивает ваши аргументы, Оксана, говорит, все аргументы на эмоциональных манипуляциях, оторванных от реалполитик. Вы сказали утвердительно, что НАТО никогда не нападало на другие страны. У меня вопрос, а как же Югославия, Ирак, Афганистан? Разве это не НАТО было? И во-вторых... На Югославию никто не нападал. Еще там, да, что-то есть? Да, и во-вторых, значит, как я поняла из ваших слов, США имеют право вторгаться в другие страны, и для вас это нормально, и в то же время вы говорите, что у России такого права нет. Как это укладывается, уживается в одной голове? Она не моя зрительница, это Оксана, это во-первых. Я вам хочу сказать, в НАТО никто не атаковал, в НАТО был прекращен, как бы там сказать, этнические чистки. В Югославии. НАТО прекратило этнические чистки, а не атаковало НАТО. Это манипуляция русских. Вот эти дешевые проводить параллели, почему разрешено США, не разрешено России.
Это есть причина и есть следствие. Русские этого в упор не... Они видят только следствие. И бесполезно отвечать этим людям, их ни в чем не переубедить. Я прекрасно видел, какой КГБшник этот Кедми. Как пришли тысячи комментаторов на канал, где были эти дебаты. Но я должен сказать, это не дебаты, потому что дебаты это когда соблюдается регламент. А когда 80% времени КГБшная вот эта манера перебивать и повышать тон, это как Юрий Швец, это старая школа КГБ, Кедми, это все, ну, здравомыслящий человек посмотрит, кто говорит фактами, а кто методичку читает. Я отвечаю на вопросы, я их задаю. А человек гонит тупо свое, не реагируя ни на вопросы, ни на факты. Это все так оно работает. Я же готов отреагировать на любой вопрос, на любой факт. А там просто чтение методички с повышением тона. И все. Не давая вставить слово. Ну какие это дебаты? Так, Я ему раз факт, два факт, три факт, четыре факт. И это Ксана, да, могу 5 фактов. Ничего не среагирует. Вот если я сейчас скажу вам Путин великий, Россия великая, все остальные говно, будут тут же комментарии, что я просто суперобразованный парень, умный, молодец и наше будущее. Но поскольку я так не говорю, то я ноль, никто. И почитаем после эфира, кто еще. Комментарий. Значит, Пишите, кстати, пишите. Я гражданка России, могу назвать СВО широкомасштабной войной. А Елисеевич может назвать АТО гражданской войной? И еще, кто разминировал Чонгар и зачем? Почему нет расследования и, соответственно, наказанных? И, с вашего позволения, Валентина, я сюда добавлю. Сейчас очень много хвалебных от о Буданове. И у меня на канале отдельные спикеры очень с большой надеждой высказываются о Буданове. А когда ты задаешь вопрос, а кто из высшего руководства военно-политического с момента 22 года до момента сегодняшнего вообще остался на должности, и с самого начала здесь, да, кто? Буданов. То Буданов. есть вопрос, это к вопросу там Чонгар, там для чего, почему нет расследования и так далее. То есть... Ну, его жена же секретарша Зеленского, Гагилашвили, не Буданова, а Гагилашвили, друга Буданова, секретарша Зеленского. Там все очень плотно, но ну, я вам скажу так, я Буданова не избиваю и сейчас особо не трогаю, потому что надо подождать. По поводу АТО, можете Да. назвать гражданской войной? Нет, это не гражданская война, это операция России. И этому покойный Геннадий Балашов, свидетель, который у вас был на канале, он отправился в Крым в первый день, его выкрала банда Гиркина, работала ФСБ, работала ГРУ, вот эти зеленые человечки. Но я признаю, что при серьезном недовольстве жителей это сделать невозможно. Те люди были определенной направленности, они хотели в Россию, они ее получили. Это полный провал государства Украина. Если бы люди жили в достатке, счастливо, и ненависть не разжигалась, этого бы не произошло. Я это полностью признаю. Но говорить, что это гражданская война, люди сами не поднялись, им помогла Россия. Чонгар – это все дело рук Ермака и его банды. Пускай они за это отвечают. Подождите, как логика странная. Люди сами не поднялись, им помогла Россия. Да. Подождите. Ну, что же не поднялись? Стойте. Получается, что люди на Майдане тоже сами не поднялись, им помогла Америка. Да, конечно. Не Америка, не Америка. А Ну, USAID, да. Та администрация и структуры Сороса. Угу. Так. Тут смеются. Кто-нибудь видел методички Кремля? Скиньте, пожалуйста. У меня нет, ребята. Если есть, поделитесь там в комментариях ссылками. Значит, да, значит, ну, в общем, все на самом деле... Все на самом деле... Достаточно печально. Тут, может, выпьем, кто-то пишет. Ой, выпьем еще, друзья. Значит, спасибо Елисеевичу Шелесту за эфир, за интересный эфир. Вопрос. Какой компромисс возможен и возможен ли на данный момент между Украиной и Россией? На каких условиях? И, важно, при каких лидерах? В Украине будут выборы, будет новый лидер. На каких условиях? Примерно все так, как сегодня, но единственное, нужно решить вопрос с ЗАЭС. Я думаю, нужно передать под управление Америки, как компромиссный вариант. И по поводу Донбасса, свободная экономическая зона, на мой взгляд, это отличный вариант. Я так вижу, но Зеленский так не видит. Я это тоже точно знаю. А в России Путин еще там несколько лет поуправляет.
Ну и там и после Путина поуправляют. Это как бы дело России. После Путина, да, но это, надеюсь, будет уже совершенно другой человек. Значит, да, спасибо за уточнение, Сергей, по поводу Нуланд и Майдана, да, вот этой моей ремарки, что Нуланд что, сотрудница Сороса? Она была при официальной должности, тут как бы да. Той администрации, Той правильно? администрации, но Совершенно верно. это Да. официальная должность. Ну, вы понимаете, как ушел сейчас мир после вот этих флагов над кораблями? А, То есть де юре, там как де-факто, да, флаг, атака равно война. То есть это правильно, исторически это выписано, это так и есть. Но флагов там несколько, они видят, что за ними, они там раз другой флаг подцепили. Между прочим, вот этот российский как бы танкер теневого флота «София», который южнее был, да, у него вообще там, по-моему, флаг Камеруна они вешали, ну, как бы, чтобы их не опознали. Флаг Камеруна. То есть это не обязательно там Россия. То есть получается, флаг ничего не значит, должность ничего не значит, статус ничего не значит, ничего не значит, понимаете? Вот Вы сейчас сказали, у вас нет методички, я ни в коем случае не хочу вас обидеть или обвинить, но странным образом получается так, что Мадуро беспредел, флот беспредел, а все остальное, то, что делает Россия, как бы это и Китай, это нормально, и Иран. Это не трогайте, это все хорошо. Саша, это КГБ. Не, подождите, а в чем КГБ? Смотрите, нет. Я объясню, что такое Путин и КГБ. У Путина все в России по закону. Он законный президент. Вот это по закону, вот этого убили по закону, посадили по закону, это украли по закону, напали на Украину, все по закону. Я это не отрицаю, там все вылезано по закону. Вот так и здесь Путин, это знаете, в чем система? Я умный, а вокруг одни дебилы. Как будто весь мир и США не знают, что с этим флотом, что это теневой флот. И флаг этот там, это просто для КГБ, а мы сделали по закону. И как вы говорите, а по закону это война, ну так принято, это война. Ну вот я же вас, как вы сказали, не смогу переубедить, и вы меня, это исключительно как бы мироощущение, личные взгляды, кто как понимает жизнь, ничего больше. Или что вы хорошо, я плохо, Смотрите, или наоборот. тут дело не в том, кто как понимает жизнь. Давайте вот, опять, я просто не хочу вот эту в мат-часть в эту, опять вас очень сильно цепляет вот эта история с теневым флотом. На самом деле я как могу, как бы сбиваю этот градус по одной простой причине. Теневой или не теневой зависит от страны, где застраховано судно. Флаг демонстрирует всем, кто в море в этот момент, страну. Поэтому, если это теневой, это судно может быть застраховано в Британии, может в других, ну, скажем так, юрисдикциях и резиденциях. То есть это не... это шулерство, хорошее слово, я его там, разделяю, не разделяю, но оно подходит. Но когда вы начинаете говорить о том, что это вот что-то не... Это момент обхода санкций, обхода. Да, совершенно верно. Это не нарушение в лоб. Обхода – это не когда тебе запретили, а ты все равно. Обхода – это маневры, которые удешевляют или там, наоборот, удорожают там, эту нефть, эту продукцию и все остальное. То есть это издержки, все это прекрасно понимают. Плюс это все вот эти все тонкости, эти все определенные, да, юридические, связанные с судоходством и со всем на свете. Просто раньше это было окей, а сейчас это не окей, и нужно будет что-то предпринимать. Раньше это было... Венесуэла запускала военные корабли со своими танкерами, да? Америка не атаковала, смотрела, что дальше будет. Сейчас тоже мы придем, я еще раз говорю, я хуситов не просто так вспомнил. Сейчас что-то будет, то есть или будут в сопровождении эти танкеры ходить военным, да, потому что все кричат: десант, что такое десант? Высадился вертолет, там 10 мужиков вооруженных, понимаете, зашли в рубку капитана, сказали: так, все, поворачивай, все едем так. Туда. Это не какая-то страшная операция, это абсолютно, это просто другие правила. Поэтому тут не про мироощущение. Здесь я хочу вам сказать окей, не окей. Почему? Вы сказали, раньше было окей, сейчас не окей. Сказать почему? Почему? Потому что когда Трамп зашел на должность, был бизнес-подход и с Путиным, и Зеленским. И Путин ему поддакивал: я хочу мир. Давай в Анкориже сели, поговорили. Да, будет мир, мы готовы, мы это, здесь готовы, здесь готовы, здесь готовы. А потом оказалось, что не совсем готовы. И Путин, и тогда последней точкой была по поводу удара по резиденции на Валдае. Угу. Вот почему сейчас не окей, потому что не надо делать вот этот вид, что там умные, а все вокруг идиоты. Да, это обход санкций, вот они получили по рогам за это, за обход санкций.
За шулерство. Ну, ладно, то есть это как тут... Может и правда какие-то мироощущения. Смотрите, я еще раз говорю, это не... Вот Трамп же, я с этого начал сегодняшний стрим, рассказывает про мощь и силу, но он же там очень все, как вы, мы с вами согласны, Трамп все красиво написал. Он говорит, что это те, ну, Америка, мол, это мы, которых боятся и уважают. Вопрос просто, когда ты заступаешь за какую-то линию, ты рискуешь, что тебя перестанут бояться и уважать. И Трамп не заступил на линию. За линию Трамп заступил Путин, Китай Нет, и Иран, Трамп а Трамп на это заступил... отреагировал. Трамп Это заступил... полностью запутать причинно-следственную связь. Нет, Трамп заступил за эту линию. Он послал военных атаковать, ну или как, задерживать, разворачивать торговое судно. Ну, то есть Зеленский заступил за линию, когда он начал бить дронами по торговому судну. То есть здесь есть просто разные уровни, как бы вы как бы на уровне вот этой всей юридической, да, там теневой, не теневой. А тут есть принципиальное действие. Принципиальное действие. Атака судна Зеленским в Черном море, в Средиземном море. К чему привело? К тому, что начали лупить по подсолнечному маслу. А потом все, вот, атакуют гражданский объект. Подождите, вы атакуете экспорт России, Россия атакует ваш экспорт. Все понятно. То есть вот такая война, это смена правил. И сейчас просто, когда Трамп наступил на эту линию, да, вот эту, может, я не прав, не заступил. Сейчас они их как бы помурыжат и отпустят, и все будет хорошо, понимаете? Это дело такое. Но он показал эту картинку, и применив как бы силовое что-то будет взамен. Да? И вот тут формируется вот этот новый миропорядок, понимаете? И очень большой риск, как с Мадуро, как с этими танкерами, есть большой риск проиграть. Ведь против Трампа тоже очень много сил действует, хотя и в глаза ему улыбаются. Давайте подождем и посмотрим. Я вас только об одном уверяю, это не последнее. Хорошо, значит, так. Ну да, тут только что обсудили, спасибо по поводу флота, что флот является незаконным, флот это флот, да, спасибо, думаю, про флот достаточно. Так, вопрос уточнения, цель разминировать Чонгар, вот цель. Помочь русским оккупировать украинские территории, предательство, сдача территорий. То есть при Буданове, при Зеленском, при Залужном. При Ермаке. При Ермаке. Ну, конечно. А вы что думаете, это какие-то страшно умные люди? Или мы все знаем до конца? Нет, не знаю. Если бы там все было проще, эту тему уже давно бы получили бы ответ 1000 раз. А кто был главой СБУ тогда, скажите? А кто был Баканов. главой СБУ? Баканов. Да, Баканов. Видите, я уже... А как-то у нас, так да, понимаете, да. Баканов, ничего, Малюк, который творил беспредел, ничего, очень хорошо да, получается. Резников, а кто это? Резников. Резников, ладно, я про спецслужбы хочу сказать. Ну ничего себе. Эти вещи делались при конкретном главе СБУ. А у него жизнь малина. Нет вопросов, нет допросов. Я знаю почему. Хорошая крыша, рад за него. Так, значит, с приходом Буданова в офис продолжится ли действие НАБУ в отношении депутатов партии «Слуга народа», которая замешана в уголовно наказуемых деяниях, спрашивает пользователь. Саш, можно сначала, сильно быстро. С приходом Буданова в офис продолжатся ли действия НАБУ в отношении депутатов «Слуг», которые в уголовно... Это не связано. НАБУ действует по-своему, с Будановым или без Буданова. Я знаю, общество очень сильно ждет этого. Действительно, ну, смотрите, на тормозе же пленки НАБУ мы голос Зеленского так и не услышали, голос Ермака так и не услышали, ничего не услышали. Да, а материалов много, почему-то не показывают. Знаете, вот это тоже вопрос к гражданскому обществу. Я считаю, нужно оказывать больше давления. Я понимаю, что политический процесс, все. Они так, очень дозированно. Там обыски провели, про Юзика вот это вот все пошло. Но этого мало, общество достойно большего. Политическая игра какая-то. Кто заложники в этом всем? Люди, всегда люди. Не, заложники это люди. Получается, Зеленского никто сбивать не будет, не хочет. И все устраивает, все хорошо. Посмотрим дальше по реакции. Сегодня не сбивают 7 января. 7 февраля могут сбить. Точно так же и с Трампом все. Все очень быстро меняется. Мадуро 2 недели назад танцульки танцевал. Кстати, вы знаете, это было решающим то, что возбудило американцев. Вот эти танцульки. После чего было принято решение жестким методом действовать. Ему было предложено $200 миллионов. Уезжай там в Россию, в Китай, в Камбоджу, куда ты хочешь. Он отказался, он сказал нет.
Да, друзья, всем большое спасибо за то, что в этот день Рождества вы были с нами. Спасибо за то, что побывали на этом стриме. Денис, благодарю за время и мысли. Спасибо большое. Друзья, подписывайтесь, берегите себя и друг друга. Всем добра и света. Увидимся.